Ту машину, которую я вам сейчас покажу, вот просто по ней пищат все. И девочки, и мальчики. Поэтому встречайте новый Defender. Ребят, что мы делаем с Defender? В принципе, машина, она интересная, и когда мы собирались построить на нее проект, я думал, сейчас что-нибудь будет зафига чем-то такое серьезное. Но смотрим, что тут везде парктроники, и причем они находятся в такой зоне, что, так скажем, тяжело что-то делать другое. Я вообще сейчас стараюсь делать проекты, чтобы родные парктроники где стоят, вот пусть они там и стоят, а мы делаем все вокруг. Но при этом у него зона покрытия во все стороны, и довольно-таки сложно будет что-то сделать. Здесь, но мы сделаем. Решетка радиатора, она снялась вообще элементарно, без демонтажа бампера. Все мы тут отстегнули. Плюс вот насчет этого элемента не понимаю. Это машина девочки. Зачем девочке вот эти вот моменты, как будто девочка будет вставать на эту машину? Поэтому мы, соответственно, одну демонтировали, они зеркальные. Смысла всю машину нету, сканировать можно половину. Обязательно сделаем люстру. Наверное, проще вам объяснить. Вот, наверное, многие видели, как сделаны на Mercedes-Benz G-Class 463 и прочие кузова. Вот мы сделаем сюда люстру, так это называется. Там дополнительный будет свет, и будет прям здорово. Новую решетку, абсолютно новую, то есть она демонтируется и устанавливается без демонтажа бампера, будет все супер. Сделаем губу, поставим сюда и уже по месту будем адаптировать, чтобы, не дай бог, никакой парктроник ее не зацеплял. Потому что довольно-таки низкий, вы обратите внимание на низ. Это сверху вам кажется, что он высокий, а вот, пожалуйста, брюшко-то вон как низковато. Обязательно сделаем white body, то есть будет расширение кузова. То есть, в принципе, у них с завода идет расширение. Вот этот элемент, он отстегивается, как мы уже там отстегнули. И устанавливается родной расширитель. Что-то там, родные расширители стоят 54 тысячи рублей, они уже идут у дилера, это можно заказать. Мы будем делать наши. Есть здесь у Defender такая фишка. Салон просто мега. Оливковый такой, серо-оливковый цвет какой-то. Прям обалденно. Видите клепки? Соответственно, мы сделаем наши расширители с такими же клепками, чтобы все было в одном стиле. Мы не будем делать их вот такими. То есть мы сделаем, я думаю, что по классике, наверное, где-то сантиметр на 3 сделаем за счет того, что они будут повыше. Визуально будет казаться, что там все, наверное, 10. Но борщить мы с этим вопросом, конечно, не будем. У заднего бампера мы сделаем обязательно задний какой-то диффузор по нижней части, опять же, чтобы он доходил до зоны парктроника. Была у меня мысль отсканировать вообще крышку, сделать без запаски, но как я понял, что все ездят с запаской, и делать какую-то крышку, демонтировать вообще полностью крепление, немного будет, наверное, не то. Мне еще очень нравится вот здесь вот сзади очень необычно сделаны окна внутри. Мы сделаем накладки, и, соответственно, они будут заканчиваться где-то в этой зоне плавным спуском. Или, может быть, даже специально резким. Посмотрим, это мы все в 3D накидаем и будем уже регулировать. Поэтому по верхней части мы делаем люстру, делаем заднюю накладку, расширение кузова, делаем сюда вставку нашу.
Здесь она выглядит слишком как-то скромновато, если честно. И, как уже сказал, вставку на капоте сделаем тоже свою. Они будут примерно в своем стиле. Ну, соответственно, это все будет как в карбоне, так и под покраску. Это уже как захочет клиент. Конечно, на самом деле тут много можно элементов сделать там, в карбоне, но это нужно условно всю машину раздевать. То есть у нас задача прощупать рынок, сделать сначала такие решения. Будет спрос вот на эти маски фар из карбона, ну, значит, разберем и сделаем. Сегодня у нас классные новости. Мы хотим сегодня показать, что мы начали переделывать салон. И первый автомобиль – это абсолютно новый мультивэн, на который мы установим перегородку с телевизором. Конечно же, это будет Apple TV 4K. Потом потолок будет с Maybach подсветкой. Будет прям максимально все шедеврально. Сделали максимальную шумоизоляцию, использовали хорошие материалы. Будет прям все очень максимально круто. Далее, что мы с этим автомобилем сделали? Установили дополнительную аудиосистему, чтобы и звук, и все как в кинотеатре было. В общем, все будет очень круто, все поэтапно мы покажем. Сейчас мы уже сделали шумоизоляцию, сейчас собираем салон, потолок сейчас будем снимать, чтобы его тоже перетянуть в Дизигно. Клиент захотел именно этот материал, чтобы оттенок непосредственно был такого цвета, чтобы не нужно было перекрашивать ни ручки. То есть именно нравится светлый потолок, и в сочетании с подсветкой потолка Maybach будет прям огонь.